Ну вот я как и говорила, что все-таки переосмысление понятия жена, наверное, так. Все-таки что это такое жена и с чем его едят. Да, я помню, как я составлял список приоритетов, в уме составлял, да, я думал, какая же должна быть жена, что она должна уметь, какой у нее должен быть характер. Я не подозревал тогда, насколько я не прав. То есть я пытался технически вытащить какие-то софт или хард-скиллы, я, ну, какое-то понимание жены было. И так было долгое время достаточно, но вот на сегодня мы с тобой немножко это по-другому понимаем. Вообще, что тебя больше всего зацепило в этой теме? Вот ты как жена, как вообще ты себя чувствуешь вот в этой роли? Не боишься ли ты, что, ну как, то есть муж главный, жена там должна подчиняться, слушаться мужа, все такое. Это, ну, как бы унизительно по современным меркам вообще. Ну, конечно, Для женщины. ничего унизительного нету в этом. Для меня интересно было в этой теме, как ты спросила, что зацепило, это вот если уже некоторые же сознательно делают выбор не жениться, остаются холостяками, какие-то там заводят отношения, но и не женятся, и сейчас же много говорят, там штамп в паспорте ничего не значит и так далее, и тому подобное, но все-таки, когда мужчина целенаправленно ищет жену, зачем ему жена, кто такая жена, какие он хочет, чтобы его потребности закрывались. Вот это мне было интересно, что для мужчины жена, кого он ищет, чего он хочет. С этим разобраться и уже будучи женой, хоть мало, я пока внутри этой темы уже варюсь и, ну, находясь в роли жены, уже узнаю, кто такая жена, зачем она нужна. И это не выполнение бытовых функций, потому что на самом деле и посудомойка есть сейчас практически в каждом доме, и постирать вообще не стоит проблем. Хотя, конечно, у нас когда стиралка сломалась было на месяц, то это Месяц почувствовалось. вручную, да. Мы узнали, что такое ручная стирка в этой, как ее, Да, ну, вроде бы, в конечно, тазике, да, или как-то. бытовой прибор, но очень сильно облегчает жизнь, абсолютно, конечно. Вот. Но, тем не менее, пускай это даже какие-то очень непростые операции, но они все равно заменимые, такие как там есть всякие способы, да и иногда и мужчина даже может погладить лучше, чем женщина, и приготовить лучше, чем Ты на женщина. меня намекаешь насчет глажки? Да, ты вообще в этом плане, я умываю руки. Я шучу, конечно, ты лучше меня погладишь. Нет, это точно нет. Но вот все-таки, когда, если это все выполняется, зачем мужчине жена? Если он может включить стиралку, постирать, приготовить, там, зачем ему жена? Чтобы был рядом человек, чтобы не чувствовать себя одному, ну, можно животное завести, оно гораздо бывает более преданным, и ласку дает по требованию, и не оскорбляет, и все прочее. Есть же тоже разные выходы. Ну, а именно когда жена, почему вот ищет женщину какую-то конкретную, по каким параметрам он ищет, и как он понимает, что он получит в итоге от этого контракта, грубо говоря. Это как вступить в коллаборацию, и ты не знаешь все-таки, каким будет итоговый продукт. Знаешь, я немало жил один, и жил один с ребенком, да, и для тех, кто... Нет, мы об этом не будем говорить, вырежем, наверное, вот, но у нас второй брак, если мы это оставим, так мы оставим, если нет, ну, посмотрим, да, этот Да, в этом момент, нету ничего такого, конечно же. Я вот, же тоже была в браке. да, у нас это второй брак, и долгое время я жил, ну, один с детьми, или вот в последнее время больше с сыном, и действительно была стиральная машина, посудомойка, я и готовил, и стирал, убирал, старался смотреть, по крайней мере, как-то за успеваемостью в школе, за уроками. И, по сути, ну, ты мало за что, никому ничего особо не должен, вроде бы и спокойно одному. И, Мгм. казалось бы, действительно, ну, жена, ну что, ну то, если по каким-то меркам обычным, как считается, ну, это совершенно
ничего не принесло бы в жизнь. Ну, в мою лично. Может быть, у меня слишком высокие требования, но мне бы это только все хуже сделало. Но у меня вот есть опыт уже жизни с тобой. У нас маленький опыт. Еще сравнительно маленький. Я Да, не скажу сколько, маленький но стажик. маленький стажик. Но каждый день счастья, каждый день доверие, вот это, ну, как бы это сказать, я говорил тебе сегодня, да, что как часть себя ощущаю тебя. То есть настолько доверяю, настолько здорово, у тебя работает интуиция, любые моменты, и для меня никак не унизительно что-то спросить, чтобы ты помогла, сделала, или тебя послушать в каких-то моментах. Я сам удивлен, потому что меня учили, что муж глава, а глава это в моем понимании было это, ну, может быть, не кулаком по столу, но это было прям так, вот. И я вдруг в полной мере ощутил, что я глава, что я муж, но при этом это не выглядит, ну, это выглядит совершенно по-другому, не так, как я думал. И мне это прям цепляет, и каждый день я не то что счастливый, там, пару минут в день или там полчаса, а даже когда, ты знаешь, когда я даже сплю и чуть-чуть просыпаюсь, я такой счастливый, моя любимая рядом, и для меня это что-то особенное. Я просто наслаждаюсь каждый день. Каждый. Ну, я вот, например, как в продолжении темы второго брака, я же тоже уже была замужем, у меня есть опыт, так можно сказать, ну вот мне 33 года, и хороший вопрос, так ты была женой столько лет, теперь тебе, ну, с перерывом, снова, опять же, снова жена, и ты так думаешь, как будто, не знаю, лунтик. Я родился, познаю мир заново, ничего не знала. Это же не так. Но просто я понимаю, что тогда, когда я выходила замуж, когда мне было 20 лет, я понимала, что жена больше воспринимала просто как социальную роль, как набор функций. И что я подписываюсь на эти функции, я буду женой, это значит, я должна там убираться, готовить, не уклоняться от мужа, быть ему соратником, верным другом и носить тапочки в зубах. Грубо говоря, так. И по сути, в итоге получается, что это ты мне, я тебе, выполнять просто сухое выполнение обязательств, и ты ждешь от своего партнера, что он тоже будет их так же выполнять, как и ты, и зачастую этого не случается, и просто разочарование растет с каждым днем. Ты понимаешь, что что-то так совсем не классно быть с женой, вообще ерунда какая-то, а где мои плюшки, до свидания, я закрываю контракт. Вот, то сейчас это совсем по-другому, потому что когда человек тебя видит, не просто принимает тебя как тело и твои функции, а когда он видит тебя насквозь, твою душу, твое сердце, понимает даже, о чем ты молчишь, это совсем другой уровень отношений. И сейчас, когда мне уже 33, и я жена, то я для себя больше обозначила, что это не столько про стирку и уборку, а сколько самоощущение, которое у тебя складывается именно из-за того, что ты взаимодействуешь с человеком, сливаешься с ним, и то есть ты выбираешь, грубо говоря, не жену, а дух. Вот, что ты вы вдвоем становитесь одним духом. И в итоге то, какой из себя человек, будет определять твое состояние, которое ты будешь испытывать. И в итоге получается, что мужчина, когда выбирает жену, он выбирает состояние больше, в котором он желает находиться, в котором ему приятно и которое является для него ресурсным. Да, верно. Вот именно, что с утра как проснулся и до самого вечера, как мы сейчас, это был наш просто первый
такой тестовый небольшой видеоролик. Мы часто с женой сядем вот так вечером и обсуждаем разные вопросы. Нам интересно проводить время вместе. Настюш, ты шикарная, спасибо тебе. Ты понимаешь меня всегда, и мне очень приятно с тобой, правда. Правда. Целый день с тобой мы практически неразлучны. И мне очень приятно, что нашелся человек, кто действительно со мной на одной волне. Иногда мне понравилось твое выражение, что, как ты сказала, что помолчать. Понимаешь, о чем молчит? Да, о чем молчит другой. И я в восторге. Тема, конечно, очень интересная, мы будем ее развивать, но это такой пробный небольшой ролик. Мы записали на обычный мобильный телефон при низком качестве освещения. Вот. Не было какой-то подготовки такой для этого, но мы знаем, что множество семей, они имеют огромнейшие проблемы. Мне 46 лет, и первый брак у меня длился 25 лет. Я сделал свои выводы за свою жизнь, и нельзя в одну реку войти дважды, правда? Но на сегодня накопилось какое-то количество, что такого полезного, и чем-то хочется поделиться, застраховать от ошибок людей, которые только начинают, или свой жизненный путь вместе, да, или у кого-то реально, так уже накосячилось все в жизни, хочется забить на все, сломать все, что есть. Есть все-таки, есть способы, как можно быть счастливым каждый день. Правда, есть для этого одно условие. К сожалению, оно обязательно к выполнению. Это должны хотеть оба. Мне 33 года. Я 8 лет почти что была в браке. У меня немножко меньше стаж. Но, наверное, мой смысл, зачем делиться этим видео, это, наверное, поделиться тем, как сказать, только задавая правильные вопросы, ты можешь получить правильный ответ. И я до встречи с тобой у меня было очень много времени наедине, у меня было очень много вопросов разных, на которые я искала ответы, и я хотела получить этот ответ. И вот серию таких, может быть, наших разговоров, которые можно подытожить одним хорошим вопросом: кто найдет добродетельную жену? И вообще, зачем ее искать, и кто такая жена, и кто ее должен искать, должен ли вообще? Вопросов может быть море, но когда человек ищет, он наверняка задается вопросом, где искать человека, с которым тебе будет хорошо, как его найти, как я пойму, что это именно тот человек, потому что отношения — это все-таки очень важнее бизнеса и всего прочего, потому что они влияют на общий твой эмоциональный фон, где бы ты ни был и чем ты ни занимался. И хорошие отношения — залог качественной жизни. И сейчас в этом очень большая проблема, что не у всех есть хорошие отношения. Поэтому, наверное, и нету готовых рецептов, но научить человека самого понимать, что для него хорошо, что для него плохо, задавать правильные вопросы, размышлять и в итоге все-таки находить то, что он ищет, если он хорошо понимает, что он ищет. Да, конечно, у нас пока вопросов больше, чем ответов, и мы с тобой много-много уже обсудили. Кое-чем мы будем делиться постоянно с нашими зрителями. И у нас 4 детей. Вот, мы довольно большая семья. 2 дочки, 2 сына. Опять же, тема взаимоотношений, потому что один из сыновей, наш самый младший, это сын Настеньки, 2 дочки и сын старший, это мои. И там тоже отдельная тема, и мы об этом всем хотим с вами порассуждать, делиться опытом, мнениями. Если вам интересно, вы можете подписаться на наш канал, просто оставлять свои комментарии. Мы будем рады отвечать на ваши вопросы. Ну что, всем добра.
Смотрите, я думаю, будет интересно. Люблю тебя. Я тоже тебя.